Итак, 1 сентября 1939 Гитлер вторгся в Польшу. Через несколько дней, связанные союзными обязательствами с Польшей, Францией и Великобританией, объявили Германии войну. Их примеру вскоре последовали Канада, Индия, Австралия, Новая Зеландия и Южноафриканский союз. Так, собственно, началась Вторая мировая. Однако западные союзники не смогли выполнить свои обязательства и по существу не пришли на помощь полякам. Уже в первые недели войны правительство и военное командование Польши выехали из столицы и переехали в Люблин, а затем в Кременец. 7 сентября Варшаву покинул верховный главнокомандующий польской армии маршал Эдвард Рыц-Смиглы. Ставка переехала в Брест-Литовск. Все эти перемещения имели самые пагубные последствия для управления государственным аппаратом и вооруженными силами Второй Польской Республики. Уже через несколько недель силы вермахта выходили на линию Керзена, границу польского этнического государства, которая примерно совпадала с линией новой, точнее будущей советско-германской границы. Мы уже неоднократно поясняли в этой студии, что вступление советских войск на территорию Западной Украины и Западной Белоруссии, которые тогда принадлежали Польше, объясняются очень просто. СССР ввел туда свои войска, чтобы эти территории не оказались захвачены Германией, потому как германские силы уже начали проникать за линию Керзена, и ничто не мешало Берлину заявить, что оно не считает себя связанным секретным протоколом де-факто. Явно не доверяя немцам, Кремль начал действовать. 17 сентября начался польский поход Красной Армии. По мнению Алексея Валерьевича Исаева, нашего друга и частого гостя этой студии, польский поход имел скорее логистический, нежели военный характер, поскольку, когда Красная Армия вошла в Западную Украину и Западную Белоруссию, польской армии как единой системы уже не существовало. Армия нацистской Германии тем временем продвигалась вглубь советской сферы влияния, и, естественно, возникли опасения, что немцы могут отказаться выполнять условия секретного дипломатического протокола и попытаются оккупировать всю Польшу или не отведут войска заранее согласованную линию по рекам Писа, Висла, Нарев, Сан. Кстати, не везде соприкосновение сил РККА с вермахтом происходило мирно. Под Львовом начались боевые действия. Советские части вышли к городу 19 сентября, немцы встретили их артиллерийским огнем. Командующий советской группировкой потребовал от вермахта отвести войска, а германское командование ответило отказом. Началась дипломатическая игра. Германский посол Шуленбург сделал заявление Молотову, в котором указал на опасность возникновения крайне серьезного инцидента. Советская сторона выразила удивление по поводу нахождения германских войск восточнее Львова и их боевой активности в советской сфере интересов. Было подчеркнуто, что инцидентов не возникнет, если немцы прекратят попытки продвижения в восточном направлении и отведут войска. Столь жесткая позиция советского руководства вынудила Гитлера отдать приказ об отводе войск от Львова. Уход немцев из районов восточнее Львова часто сопровождался стычками и артиллерийскими дуэлями. Инциденты не прекращались и в дальнейшем. Всему миру было понятно, что говорить о военном союзе СССР и Германии невозможно. Так Уинстон Черчилль, выступая по радио 1 октября 1939 года, прокомментировал западный поход РККА. «Россия проводит холодную политику собственных интересов. Мы бы предпочли, чтобы русские армии стояли на своих нынешних позициях как друзья и союзники Польши, а не как захватчики, но для защиты России от нацистской угрозы явно необходимо было, чтобы русские армии стояли на этой линии. Во всяком случае, эта линия существует, и, следовательно, создан Восточный фронт, на который нацистская Германия не посмеет напасть». Особняком на этом фоне выглядит факт якобы имевшего место совместного парада подразделений германских вооруженных сил и Красной армии в Бресте. Его преподносят в качестве доказательства братства по оружию Советского Союза и нацистской Германии. Встречаются даже утверждения, что это был парад победы двух стран, проведенный во знаменование разгрома Польши. В подтверждение этой версии публикуют сделанные 22 сентября 1939 года в Бресте фотографии, где запечатлены советский комбриг Семен Кривошеин и немецкий генерал Гейнс Гудериан с группой офицеров вермахта, мимо которых движется германская военная техника. Давайте разъясним, что же действительно произошло в этот день. Чтобы разобраться, нам необходимо знать предысторию. 17 сентября две дивизии 19-го армейского корпуса под командованием генерал-лейтенанта Гейнса Гудериана вошли в Брестскую крепость.
В этот же день военачальник узнал о вступлении на территорию Польши советских войск и получил приказ установить демаркационную линию Владимир-Волынский, Владава, Брест, Каменец, Белосток. 21 сентября немецкие части начали оттягиваться за демаркационную линию. В Брест прибыла советская комиссия в составе капитана Губанова и батальонного комиссара Панова, направленная комбригом Кривошеиным. Они пообедали вместе с немецкими офицерами и составили план по передаче города. По этому плану советский батальон, которому передадут город и крепость, должен был прибыть в 8 утра, а на 14 часов была намечена праздничная церемония по передаче города. По предложению немецкой стороны планировалось, что войска обеих стран должны пройти через город торжественным маршем. На следующий день, 22 сентября, передовая группа советских войск прибыла лишь около 11 утра. А при обсуждении деталей парада марша Семен Кривошеин настоял на том, что советская сторона будет участвовать в нем только в качестве зрителей, то есть никакого совместного парада не будет. Он аргументировал это тем, что иначе советские экипажи не увидят прохождение немецких войск. В журнале боевых действий немецкого 19-го армейского корпуса сохранилась запись, доказывающая несостоятельность версий о совместном параде сил РККА и вермахта. В соответствии с этим пожеланием, предусмотренный план праздника передачи был изменен так: прохождение советских танковых частей не состоится, а советский военный оркестр и экипажи должны построиться рядом с военным оркестром 20-й дивизии вермахта напротив командующего. Таким образом, с получасовым опозданием мимо Гудериана и Кривошеина прошел полк дивизии вермахта, усиленный разведбатальоном и 2 арт-дивизионами. Таким образом, никакого парада победы и вообще совместного парада не было. А теперь зададимся вопросом, почему Семен Кривошеин отказался от совместного парада. Его обоснование выглядит достаточно странно. Советские танкисты не увидят прохождения немецких экипажей. А так ли это было важно? Скорее всего, здесь мы имеем дело с банальной дипломатической отговоркой. Решение Кривошеина находится в полном согласии с политической линией советского государства. Ведь если СССР и Германия проводят совместный военный парад, то это означает только одно – они являются военными союзниками. Создавать такое впечатление у мирового сообщества советская сторона категорически не хотела. По одной простой причине – Советский Союз не собирался быть вовлечен в войну ни на стороне западных демократий, ни на стороне нацистской Германии и стремился всячески подчеркнуть свою нейтральность. Действия советского комбрига на самом деле полностью укладываются во внешнеполитический курс Сталина, основной посыл которого в этот момент: мы с немцами не союзники, мы сами по себе.